Очень краткая история ислама. В этом обзоре мы решили рассказать вам все, что нужно знать об исламе неверному. В данный момент в мире проживает примерно 1,5 миллиарда мусульман. Что мы знаем об исламе? Знали ли вы, что ислам означает повиновение? В чем нюансы ислама? Что можно, а чего нельзя? Чего нельзя мусульманину? Чем ислам отличается от христианства? Кто такие сунниты и шииты? Ну и конечно же мы расскажем про женщин в исламе. Эти и многие другие интересные факты об одной из самых распространенных религий в мире в нашем сегодняшнем обзоре. Смотрите до конца, будет очень интересно. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Итак, ислам – это самая молодая из трех авраамических религий, появившаяся позже иудаизма на целых 1500 лет и позже христианства на 6 веков. Эта религиозная версия была создана арабом из клана курайшитов, жителем Мекки, Мохаммедом ибн Абдаллахом по кличке Куций. Кстати, такое прозвище Мохаммед получил за отсутствие у него сыновей и очень сильно его ненавидел. Мохаммед родился в 570 году, остался без отца еще до своего рождения, 6 лет от роду потерял мать и вел печальную жизнь сироты. О нем кое-как заботились родственники, а в общем-то никому до него особого дела не было. Благодаря этому, в кавычках, образования никакого он не получил, не научился соответственно читать и писать. Хорошим воином он тоже, стоит отметить, не стал, зато стал торговцем. Вскоре скромного и миловидного юношу приметила богатая вдова Хадиджа, которая была старше на 15 лет. Она послала к Мохаммеду сватов, а тот, естественно, долго не гадал и не раздумывал. Таким образом он получил в свое распоряжение не только определенный статус и средства, но и надежного советчика и друга. При жизни Хадиджи, Мухаммед ни разу ей не изменил и при этом всегда относился к жене с почтением и любовью. Когда Мохаммеду исполнилось 40 лет, он сообщил, что к нему стал являться архангел Гавриил и передавать слова Господа. Послания эти представляли собой в основном довольно простой пересказ Ветхого и немного Нового Завета, благо с иудаизмом и христианством арабы были достаточно неплохо знакомы. В дополнение к этому рассказы эти были в достаточной степени сдобрены глубокомысленными рассуждениями и восточным красноречием о злободневных событиях тогдашней Мекки. Эти слова Мохаммед передавал согражданам и надиктовывал секретарям, именно так и был создан Коран. Сограждане, естественно, сперва подняли Мохаммеда на смех, а потом, когда пророк окончательно их допек, попросту выгнали его из города. Но вот только с этим они запоздали. К тому времени Мохаммед уже успел собрать вокруг себя достаточно большое количество сторонников. Также стоит отметить, что в то время в Мекке пророков было немало, собственной полноценной религии у арабов не было, верили они кто во что горазд, и в храме Кааба имелось более 300 статуй самых различных богов. При этом христианское и иудейское влияние в последние века над чистым язычеством все больше брало верх, так что желавших навести тут порядок было много. Но Мохаммед оказался самым красноречивым, талантливым и настойчивым. После нескольких кровавых стычек с мекканцами он вернулся в город победителем, окружил себя толпой фанатично преданных сторонников, пустил под нож всех хулителей. Особенно он не любил злословящих его поэтов. Женился на 9, по другим сведениям, на 11, 18 и даже 25 девушках и женщинах из самых влиятельных кланов, и после этого взялся строить новое общество. Он правил, истреблял врагов и радовал своих сограждан все новыми законами и предписаниями, которые представляли собой причудливое сочетание законов Моисея, традиционных арабских норм, требований здравомыслия и личных предпочтений пророка, например. Он был невероятно чистоплотен и брезглив, поэтому личная гигиена стала одной из важнейших составляющих ислама. В 632 году Мохаммед умер, к тому времени создав мощную исламскую общину. К Корану, тексты, продиктованные непосредственно Мохаммедом, была добавлена сунна, воспоминания о словах и поступках пророка, которые были записаны со слов его близких и родственников. Оба эти источника считаются основой ислама. Является ли ислам только религией? Ислам – это огромный комплекс представлений о мире, социальном и государственном устройстве, справочник этических норм и целая юридическая система. Ни одна религия в мире, даже христианство, никогда даже не пыталась так мощно регулировать государственную систему и общественную жизнь. Поэтому противники ислама всегда указывают на его опасную особенность – неготовность оставаться бесплотной идеей и чистой верой, которая может прижиться в любой среде и под нее спокойно приспособиться. К сожалению, любой настоящий мусульманин должен соглашаться с тем, что единственно правильный образ жизни в любые времена – это уклад полукочевых арабов VII века, так как никаких реформаций и модернизаций в исламе просто не предусмотрено.
Все достаточно ясно. Коран и Сунна даны один раз и навсегда, их можно пытаться толковать на новый лад, но спорить с ними нельзя. Боже мой, какая дикость! Говорит цивилизованный мир, глядя, как в Саудовской Аравии палками забивают комнатных собачек, а в Пакистане камнями разбивают черепа грешниц. А не вам решать, что дико, а что нет, говорит, тщательно умывая руки, исламский мир. У них есть книга, у них есть закон, а у нас только благие намерения. И если в законе сказано, что любой, кто распространяет хулу на ислам, должен умереть, то европейской цивилизации только и остается, что смиренно за этим наблюдать. Также стоит отметить, что умеренного мусульманина быть не может. Если он умеренный, он не мусульманин. Тот, кто отказывается бросать камни в прелюбодейку, нарушает прямой приказ пророка. А не стоит забывать, что ислам означает повиновение. Что нельзя мусульманину? Первое. Есть свинину, а также мясо любых хищных животных и птиц. Всю остальную живность есть можно, но только при одном условии, что ее не убили дубиной или током, а только закололи, произнося при этом имя Аллаха. Но тут, конечно же, имеется одна очень важная оговорка. На человеке нет греха, если он не знает, что случайно съел неправильно убитое или неположенное ему животное. Существует специальный хадис Аль-Бухари, который говорит, что мусульманин не обязательно должен спрашивать иноверцев о происхождении поданного ему мяса. Достаточно просто прошептать про себя слово «бисмилляхи» и есть что угодно со спокойной душой. Поэтому, если у вас сидит за столом мусульманин, не надо, даже из самых лучших чувств, с воплем вам это нельзя. Там свинья. Выдирать у него изо рта холодец или колбасу. После такого информирования он уже будет вынужден укоризненно, глядя на хозяев дома, питаться исключительно всякой редиской. Второе. Пить вино. Мохаммед сообщил соотечественникам о полном запрете вина не сразу. В начале своей творческой деятельности в ранних сурах он лишь только деликатно намекал на нежелательность его потребления. Но утвердившись в Медине, он уже в полный голос обозвал любые опьяняющие напитки мерзостью из деяний шайтана и наложил на них абсолютный запрет. Известно также его высказывание о том, что первая капля вина губит человека, и долгое время после этого хитрые мусульманские алкоголики валяли Ваньку, демонстративно выливая из чарки первую каплю вина, а потом потребляли все оставшееся со спокойной душой. Но богословы средних веков осудили этот обычай. Сейчас в большинстве мусульманских стран продажа и потребление спиртного полностью запрещены. Наркотики, как относящиеся к опьяняющему, тоже. Третье. Смотреть на женское тело, исключая лицо и кисти рук. Это очень строгий запрет, если только эта женщина не приходится тебе женой, сестрой, дочерью или матерью. Четвертое. Носить шорты и посещать общественную баню. Здесь важно понимать, что не только женское, но и мужское тело. Правда, всего лишь от пупка до коленей, считается авратом, запретным для других, если только этот человек не твой кровный родственник. Смотреть на эту непристойность категорически запрещено, и нужно самому прятать от посторонних глаз подпупочный срам. 5. Держать дома собак. Их шерсть, слюна и даже отпечатки лап признаются нечистыми, оскверняющими и человека, и одежду. Так как каждый мусульманин обязан 5 раз в день молиться, пребывая в неоскверненном виде, то, как вы сами понимаете, собака дома естественно свидетельствует о том, что ее хозяином может быть только безбожник, чьи молитвы недействительны. Но согласитесь, что микрочастиц шерсти и слюны просто невозможно избежать. Именно поэтому в шариатских странах за содержание дома собак вполне можно оказаться в тюрьме по обвинению в оскорблении ислама. В Саудовской Аравии и Иране, например, регулярно проводят рейды по отлову тайных собачников. А в Великобритании полицейским собакам приходится надевать резиновые сапоги, если их работа требуется для осмотра мусульманских квартир или мечетей. 6. Запрет. Мусульманам нельзя жениться на язычницах. Желательно жениться на мусульманке, но мужчинам браки разрешаются также с представительницами людей книги, то есть с христианками и иудейками. А вот женщина-мусульманка может выйти только за мусульманина. Язычницы и атеистки женами мусульманина быть не могут. И точка. Запрет номер 7. Играть в азартные игры. Азартные игры также являются сатанинской мерзостью, оскорбляющей ислам. При этом речь идет не только об игре на деньги. Естественно, всякие лотереи и казино в исламских странах категорически запрещены. Достаточно часто к исламским законникам на анализ попадают даже те игры, в которые можно играть без денег, например, шахматы или нарды. По их поводу до сих пор ломают копья и ставят запреты, однако в большинстве стран они пока не запрещены. Это, конечно, при условии, что играющие не опаздывают на намаз, не слишком сильно горячатся при игре, а также не играют во время священного месяца поста Рамадана. 8. Давать деньги в долг под процент. На эту тему пророк, пострадавший в свое время от жадности взаимодавцев, высказался категорически: те, кто дают деньги под процент, будут гореть в огне неугасаемом.
В связи с этим банковское дело в современном исламе является невероятно запутанной штукой, где принято считать кредитора участником торговой сделки, а все вкладчики банка являются торгующими сторонами, спонсирующими конкретные операции в долевом участии, и где сам черт ногу сломит, пытаясь потом разобрать, кого из участников этой вакханалии он имеет право забрать в ад, а кто все же ухитрился остаться чистым перед требованиями шариата. 9 запрет. Носить золото, серебро или шелковую одежду. В Сунне приводятся слова пророка о том, что золото, серебро и шелк есть харам, то есть запрещенное для мужчин. Женщинам эти излишества позволены только при том условии, что они не будут смущать ими посторонних. Перстни и кольца мусульманин может носить только стальные, золотыми и серебряными зажигалками и ручками он также не имеет права пользоваться. Запрет 10. Выщипывать брови. Более того, та, которая это попробует, должна быть подвергнута строгому увещеванию со стороны мужа. 11 запрет. Изображать людей. Изображение идолов у всех семитов рассматривалось как кощунственное деяние, так как, во-первых, человек таким образом пытается корчить из себя Бога, а во-вторых, наверняка потом еще молиться этой гадости начнет. И это абсолютно логично, иначе к чему было ее лепить? Мохаммед настойчиво требовал, чтобы всем статуям, полученным с военной добычей, непременно отрубали головы. Так что скульптурное искусство на арабских территориях не прижилось. За одним единственным исключением. Мохаммед разрешил мусульманским детям играть игрушками, похожими на животных и людей. Тут стоит отметить, что маленьким мусульманам повезло куда больше, чем маленьким иудеям, которые этого удовольствия лишены. Спасибо за это нужно сказать 9-летней жене пророка Айше, которая переехала в дом своего пожилого мужа вместе со всеми своими куклами и конем с крыльями, который особенно умилял Мохаммеда. А вот с живописью все обстоит сложнее. Категорически запрещены портреты реальных людей, исторических лиц, а также живопись с тенями, которая создает рельефное подобие реальности. Плоские изображения воображаемых людей более терпимы, животных разрешены, но не слишком желательны, но зато растительность, пейзажи и геометрические орнаменты можно рисовать без каких-либо ограничений. 12 запрет. Оставаться наедине с женщиной, если она не его жена или родственница, либо прикасаться к ней. Этот запрет особенно украшает жизнь современного исламского мегаполиса. То, что кинозалы, стадионы и общественный транспорт должны быть строго поделены на мужские и женские части, обсуждению не подлежит уже давно. Сейчас же на полном серьезе рассматривается и возможность введения отдельных тротуаров для лиц разного пола. Посещение базаров, магазинов и всяких публичных мероприятий невероятно опасно противоположным полом в смысле осквернения. На стадионы и в рестораны женщин можно просто не пускать. Но, например, когда в некоторых регионах Пакистана для женщин сделали запретными городские рынки, то даже среди самых богобоязненных слоев населения начались протесты. Много шумного веселья наделала и знаменитая фетва египетских богословов Аль-Асхара и Затома Аты и Абделя Махди Абдель-Кадера, согласно которой женщина может работать с мужчиной в одном офисе только при условии, что она не менее 5 раз покормит его грудью, став таким образом его молочной матерью. Египет, как одно из наиболее светских государств с исламским населением, чаще остальных сталкивается с тем, что современные реалии плохо коррелируют с требованиями ислама. Но даже там идея заставить чиновниц допустить до груди своих коллег мужского пола не показалась глупой шуткой, ее достаточно серьезно обсуждали несколько месяцев. 13. Усыновлять детей. Сложное положение сирот в исламе объясняется как раз тем, что некогда Мохаммед решил жениться на Зейнаб, весьма привлекательной барышне, на которой был женат его приемный сын Зейд. С точки зрения арабов, такой брак был бы безусловно кровосмесительным, так как на невестках, даже разведенных, жениться было нельзя, о чем сам Мохаммед сообщал до того неоднократно. Пришлось архангелу Гавриилу доставить пророку особое донесение, в котором говорилось, что у правоверного не может быть иных сыновей, кроме как по крови. Поэтому усыновление шариат не признает. Сироту можно, конечно, взять на воспитание, но только при условии, что ребенку оставляют прежнее имя и семья не притворяется его родителями, а сам он не является их наследником. Но даже и такая форма опекунства в мусульманских семьях затруднена, так как перед мальчиком с 6 лет его опекунша должна будет появляться только в хиджабе, что в домашних условиях весьма затруднительно, и не будет иметь права прикасаться к нему. А отец не должен будет оставаться один в комнате со своей воспитанницей. И это, скажем откровенно, далеко не полный перечень запретов, с которыми мусульманин вынужден иметь дело. Ислам – это религия регламента, которая не считает ниже своего достоинства вмешиваться в самые ничтожные, казалось бы, мелочи жизни человека, от чистки ногтей до узора на подушках. И в тех странах, где государство не отделено от мечети, несоблюдение этого регламента может привести к весьма трагичным для ослушника последствиям. Худуд. Есть такое понятие в шариате.
Это наказание за преступление против общественного порядка, нравственности и за невыполнение религиозных обязанностей. Нарушение любого из указанных выше запретов и сотни других подобных – это всегда повод для худуда в зависимости от рвения религиозных властей и судов в том городе, где человек проживает. Наказания же в шариате, увы, также заимствованы из времен Мохаммеда. Кроме вполне современных тюрем и штрафов, уголовное право ислама кишит телесными наказаниями, отрубанием частей тела и весьма изощренными смертными казнями вроде раздавливания каменной стеной и сбрасывания со скалы. Чем ислам отличается от христианства? Тот, кто ответит всем, тот не прав. Эти религии все же достаточно похожи. Но есть в различиях, конечно же, три основных положения, по которым христиане и мусульмане общий язык не найдут никогда. Первое. Христиане верят в Троицу, а мусульмане – в единого Бога. Христианские рассказы про то, что Троица есть единое существо, мусульмане отметают как банальное вранье язычников, которые мало того, что верят в трех богов, так еще и вполне земную женщину Марию тоже норовят пропихнуть в божественный пантеон. 2. Иисуса мусульмане уважают как пророка, но не более того. Никаких сыновей у Аллаха быть не может, только рабы, коими все мы и являемся. И, наконец, 3. Идея первородного греха, на которой практически основано христианство мусульманам, глубоко чужда. Все мы с их точки зрения, созданы вполне себе белыми и пушистыми, а вот портимся по мере взросления уже самостоятельно, кто во что горазд. Исламский раскол. Думать, что все мусульмане – горячие единомышленники, не стоит. Как любой организм, ислам все же пускает веточки, пусть ему и запрещено развиваться, две из которых уже столь мощные, что поделили мусульманский мир на непримиримые части – суннитов и шиитов. Суннитами являются 90% мусульман. Их основное отличие от шиитов заключается в том, что они не верят в духовное превосходство имамов, потомков Мохаммеда, представителей его рода. Также они не признают особого положения священнослужителей, ограничивают юридические права богословов и являются гораздо более ортодоксальными мусульманами, чем шииты. Предпочитая в любых решениях следовать предписаниям Мохаммеда, не слишком полагаясь на собственные умозаключения. Шииты же считают, что духовными лидерами мусульманской общины, по божественному праву наследования могут быть только имамы, потомки Абу-Талиба, кузена Мохаммеда. При этом они гораздо менее ортодоксальны, чем сунниты. Решения современных имамов у шиитов могут практически противоречить предписаниям Корана и Сунны. Большинство шиитов проживает в Азербайджане, Ираке, Иране, Йемене и Ливане. И еще один интересный раздел нашего обзора – женщины в исламе. С каким бы умилением ни писали на исламских сайтах о наших благородных подругах, нежных сестрах и прекрасных женах, но даже поверхностное знакомство с исламскими законами о женщинах камня на камне не оставляет от веры в то, что в исламе женщина хоть в чем-то равна мужчине. Мы выделили 7 пунктов, которые явно покажут вам эти различия. Первый. Девочка получает меньшее наследство от своих родителей, чем мальчик. Второе. Девочку можно выдавать замуж в 9 лет. Хотя брачный возраст во многих мусульманских странах потихоньку повышают под давлением общественности. Также в 9 же лет ее можно не только сажать в тюрьму, но и казнить за преступления против нравственности. Мальчик же, в свою очередь, юридически считается ребенком до достижения им 15 лет. 3. Жена не имеет права поднимать руку на мужа, а муж имеет право бить свою жену, но не слишком жестоко и не нанося удары по лицу, так, чтобы не осталось шрамов, это дословное указание пророка. 4. Женщина без разрешения мужа, отца или опекуна не имеет права выходить на улицу. Работать или учиться без их разрешения она также не имеет права. 5. Без разрешения мужа женщина не имеет права принимать у себя дома гостей, даже если это ее родители. 6. Жена не имеет права отказывать своему мужу в близости, а вот муж, если сердится на жену, имеет право отлучать ее от постели. И 7. Мужчина может иметь до 4 жен и, кроме того, наложниц из числа своих слуг. Женщина же может иметь только одного мужа. Что же касается того, что за преступления против нравственности чаще казнят женщин, то тут нужно понимать нюансы шариатской юстиции. Дело в том, что пророк дал сразу несколько указаний относительно прелюбодеев. В одном случае он просто предлагал держать их под домашним арестом. Во втором, говорил, что 100 плетей будет достаточным наказанием для грешников. Но существует хадис, в котором рассказывается, как Мохаммед приказал закопать мужчину и женщину, покаявшихся в прелюбодеянии, и побить их камнями. Это расхождение много веков занимает умы исламских богословов, и в разных странах существуют разные наказания. Где-то казнят лишь замужних прелюбодеек и их любовников, где-то и незамужних.
Но дело в том, что для осуждения подозреваемого в этом преступлении требуются 4 свидетеля, которые подтвердили бы, что своими глазами видели прелюбодеяние. Поскольку при таком количестве свидетелей прелюбодействуют редко, мужчине достаточно просто не признаваться в том, что он занимался незаконным сексом. И пусть даже женщина указывает на него, суд не примет ее показания во внимание. Женщинам же запирательство не помогает. Слишком часто их выдают физиологические особенности организма, отсутствие девственной плевы или беременностью незамужней. Вот так вот, вкратце об исламе. Подписывайтесь на канал, делитесь этим со своими друзьями и близкими, оставляйте комментарии, ну а мы на этом, конечно же, не прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.